Путешествие киномана. Выпуск номер 9. Мультфильм «Большой ух». Год выпуска 1989. Длительность 10 минут. Режиссер Юрий Бутырин. Сценарий Михаил Шелехов. Студия Творческое объединение «Экран». Кинопоиск 8,1. 1989 год в истории. В СССР основана группа НАНА. В США избран первый чернокожий губернатор штата. Распадается коллектив Jefferson Airplane. Нирвана выпускает альбом Bleach. Стадия 1. Обыденный мир. Ночь. Лес. Волчонок вслушивается в звуки окружающего мира и всматривается в ночное небо, будто ждет чего-то. Оказывается, что ждет падения очередной звезды уже в свой лес. Прикольные антропоморфные детали типа раскладушки, валенок и умывальника. Стадия 2. Зов к странствиям. Наконец-то звезда падает рядом. Дождался. Волчонок срывается на поиски места падения. Коротенькая стадия, но она есть. В такой малой форме почти все стадии присутствуют в очень малых масштабах. Стадия 3. Отвержение зова. В процессе поиска ударяется головой о дерево, пугается голоса пришельца и прячется в раскладушке. Одновременно хочет узнать новое, но и испытывает к нему страх. Интересная двойственность. Стадия 4. Встреча с наставником. Специфично, так как наставником является волчонок, то с момента встречи с большим ухом, стадия 4, начавшись, не заканчивается до конца фильма. Наставником также может быть большой ух, так как он пришелец, повидал многое, слышит далекий космос. Может быть шаманом. Стадия 5. Преодоление первого порога. Волчонок вступает в разговор с большим ухом, оба переходят в особый мир. Волчонок все еще отвергает зов. Ветер загадочно колышет кроны деревьев. Отвержение зова у волчонка – это даже хорошо, так как некоторое число попыток полезно для истории в целом. Стадия 6. Испытания, союзники, враги. Наконец происходит визуальная встреча. Большой ух заявляет себя мощным слухачом, но только слышит дальние уголки космоса, в то время как вблизи ничего не замечает. Самая большая проблема большого уха после столичного снобизма. Волчонок, напротив, слышит окружающий лес, а до космоса ему дела нет. Волчонок и большой ух проходят ряд испытаний. Волчонок, первое, спасает Кондрата, второе, успокаивает голодного филина, третье, спасает семью птиц от филина. Большой ух, первое, слышит забастовку на планете консервов, второе, парад знаков зодиака и шивание небесного свода стрельцом, третье, слушает концерт медуз. Большой ух после каждого испытания занижает важность поступков волчонка, а свои способности завышает. Обратим внимание на то, что волчонок совершает реальные поступки, а большой ух – просто слушатель. Урегулирование ситуации с филином – самый смелый поступок волчонка в фильме. В детстве я полагал, что филин просто ломится к себе домой, а его не пускают. Теперь же стало ясно, что он хотел ворваться в чужой дом и всех убить, а потом сожрать. И, возможно, волчонок погорячился с требованием к филину спать по ночам, все-таки ночной хищник. Стадия 7. Приближение к сокрытой пещере. Волчонок заявляет, что у них в лесу тоже есть чудо. Большой ух не верит и идти смотреть на него отказывается. Волчонок силой доставляет большого уха на болото. Стадия 8. Главное испытание. Болото. Большой ух скептичен по поводу чуда в этой дыре. Но начинается цветение лилии, это приводит большого уха в необычайный восторг. Он потрясен и меняет свое мнение. Не ожидал такого от такой захудалой планетки. Что такого было в этом чуде для большого уха? Он же исколесил весь космос. Чем его удивить? Неужели это чудо из чудес? Получается, что большой ух и не видел в своем космосе ничего стоящего. А может, он только все слышал, но не видел никогда. Стадия 9. Награда. Плюс стадия 10. Обратный путь. Большой ух становится другим. Понимает, что и тут могут быть чудеса. Но визуально это не отражено. Большой ух предлагает волчонку отдохнуть,
Это предлагает уже новый большой ух и даже приносит раскладушку. Обещает слушать внимательно. Хотя бы поведение большого уха изменилось в лучшую сторону. И на том спасибо. Стадия 11. Возрождение. Плюс стадия 12. Возвращение с эликсиром. Большой ух начинает слушать. Хорошо показан его личностный рост. Помог лягушке. Начал различать звуки леса. Перестал отвлекаться на космический шум. Общий план. Большой ух в лесу изо всех сил слушает лес. Конец фильма. Выводы, вопросы, ассоциации. Первое. Кто есть какой архетип в этой работе? Волчонок – это наставник. Большой ух – главный герой. Филин, плут и тень. Кондрат – вестник будущих испытаний. Волчонок также может быть главным героем. Но герой в конце должен изменяться. Как меняется волчонок? Оставляет большого уха вместо себя? Возможно. Получается, что у нас есть два героя. Классический герой большой ух и герой-наставник волчонок. Второе. Волчонок один в валенках в лесу? Как? Почему? Волки – коллективные животные. Может, он изгнанник? Может, от своего гуру-наставника он получил послушание на одиночество и помощь окружающим? Третье. Филин – как символ зла в мире. Образ филина отсылает меня к работам Босха. Четвертое. Волчонок и большой ух вполне подходят под архетип шамана. Оба живут в двух мирах, слышат всякое. Только большой ух покруче будет, так как слышит еще и космос. Но волчонок более сострадательный. Так что есть над чем подумать. Пятое. Смешные и приятные визуальные находки. Валенки, раскладушка, умывальник, очки, трость, шляпа, видение большого уха, наказание Кондрата. На этом все. Спасибо за внимание. Если не хочешь опять слушать, можешь почитать. Ссылку на текстовую версию с картинками оставил в описании. Пока.